Я приветствую вас, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Стрелец на канале Таро Инспирационы. Таро-прогноз и старинный цыганский пасьянс на будущее. События до конца марта. Что идет в вашу жизнь до конца месяца? Что скоро произойдет? Какая история судьбы вас ожидает? Давайте рассмотрим значение выпавших карт с позиции позитивной психологии, ну и здравого смысла тоже. Хоть и объединяет один знак зодиака Стрелец, а судьбы все-таки у каждого разные. Но я искренне надеюсь, мои дорогие, что мы с вами проведем приятное время и все же какие-то подсказки вы получите. Итак, старинный цыганский пасьянс, что же спешит на ваш порог, что спешит в вашу жизнь? Какие события в ближайшем будущем вас ожидают до конца марта? С чем это связано? Вот смотрите, благополучие. Когда выпадает голубь, смело можно сказать, у тебя все хорошо. И даже если, я допускаю, конечно, у кого-то совсем нехорошо или не все хорошо, но значит это та предпосылка, когда все завершится, в общем-то, для вас со знаком плюс. По крайней мере, даже если у вас сейчас сложная ситуация, то вы ее можете тоже как-то красиво видоизменить, скажем так, или изменить, может быть, даже себя. От чего-то, возможно, вы и откажетесь, а с чем-то согласитесь. И я не исключаю, что это какая-то такая вариация, когда вы действуете себе во благо. Но, наверное, если от этого оттолкнуться, то нет ничего невозможного. Для кого-то из вас, смотрите, когда выпадает колокол, это неожиданное известие. Это то, что мы слышим, может быть, и в средствах массовой информации. Я должна сказать, что вот я делаю, уже для вас ведь много сделала знаков зодиака, и вот именно колокол, который выпадает для многих, я могу прийти к такому выводу, что это именно то, что мы слышим, может быть, в средствах массовой информации, или то, что происходит в обстоятельствах вокруг, и это каким-то образом может оказывать влияние на вас. Но вам как будто... В принципе, посмотрите, даже если вы слышите какую-то новость, может быть, она связана с решением других людей. Или в жизни других людей тоже что-то меняется. Почему так говорю? Потому что прочный союз. У кого-то это может быть связана работа, да? Вот как по работе меняется руководитель, меняется график работы. Вы как будто там остаетесь, но... адаптироваться придется к какой-то ситуации. Я, по крайней мере, вижу именно так. И в этом для вас есть определенный смысл, потому что вверху у нас благополучие. То есть даже то, что вы, может быть, неожиданно, как новость, информацию услышите, именно на вас. Тут скорее какие-то возможности может перед вами даже это открывать. Но тогда корректировать планы, видимо, придется. Будьте к этому просто готовы. Может быть, это какая-то личная история, смотрите. Может быть, это будет связано даже с кем-то из родственников. Но сердце – это как кто-то добивается вашего сердца. Сердце – это, по сути дела, любовь. Это личная жизнь, это взаимоотношения. Но, видимо, новость не одна, потому что еще выпадает молния. Это что-то быстрое, такое скорое. Вот смотрите, дерево – это ожидание. Вы можете получить какую-то неожиданную новость, и потом, может быть, будет такая ситуация, когда вы как выжидаете что-то. А может быть, для этого будет какая-то необходимость, мои дорогие. Почему так говорю? Потому что, не все так однозначно. Но необходимость, она тогда, посмотрите, у вас выпадает корабль, это исполнение желания, одного желания. То есть, у нас тут есть колчан со стрелами, он у вас не совпал, к сожалению. Но это что-то конкретное. То, что вас и вдохновляет, то, что придает силы, то, что вы сможете осуществить. Это, знаете, как синица надежная в руках, а не какая-то там абстракция. И поэтому, может быть, придется даже вам менять какие-то энергии, да, где-то и подождать, а где-то и проявить активность. Потому что, вот смотрите, если одна какая-то новость, да, к вам пришла, не может быть, следом за ней приходит еще и другая. Поэтому мы для себя планы построили или могли такие построить. А здесь время, обстоятельства, опять же, вносят какие-то коррективы. Или то, что происходит в жизни людей, которые принадлежат к вашему окружению. Так стало быть, и себя где-то тоже так и подредактировать придется.
Смотрю, что у вас еще совпало. В нашем пасьянсе мы можем складывать те карты, которые находятся по горизонтали и вертикали, но я, честно говоря, не вижу. Поэтому пойдем с вами дальше. И давайте зададим такой вопрос. Что уйдет? Вот конкретно, что уйдет? Может быть, и вы завершите это, и в чем-то поставите точку и вздохнете свободно, что да, я решил этот вопрос. Ну и, соответственно, что придет взамен, что спешит в вашу жизнь, что нового входит или пытается уже буквально как событие на пороге войти вот в вашу жизнь. И достанем такую карту. Что внезапно, что неожиданно. Вот узнаем, может быть, это как раз нам о новостях расскажут, с чем это связано. Посмотрим по основным 3 сферам жизни. И первое, что ждет стрельцов до конца марта в любви, в личной жизни и в целом взаимоотношениях. Что ждет стрельцов в работе, в учебе, важные встречи, контакты, ваши планы, документы, может быть. Ну и финансы. Что ждет в финансах? Итак, что же там идет, что завершается? Вот пусть идет. По 3 мечей это какие-то разочарования. Это то, что мы прошли какой-то очень сложный опыт, это нам точно знакомо. Более того, я всегда говорю, это карта здорового равнодушия. То есть были когда-то очень такие сильные переживания, как сгусток боли, внутреннее несогласие. Была, может быть, и долгая вот эта мучительная, глубокая философия на тему, почему это получилось, почему это так случилось. Но по этой карте мы всегда вынуждены принять как данность. Мы на это чаще всего не влияем, как не влияем на обстоятельства или не влияем на решения людей. Но теперь это оставляет. Теперь на место переживаниям приходит здоровое равнодушие и прощение, может быть, самого себя за какие-то прежние ошибки. По этой карте мы прощаем, и это очень важно, когда мы умеем простить себя. Не ищем, не говорим, что ну да, вот виноват там кто-то, а это вот из-за, допустим, такого-то человека я оказалась в такой-то ситуации, да. Нет, все равно ведь где-то и мы ошибались. Мы кому-то доверились. Или мы, может быть, ослабили где-то наше внимание и позволили нас обмануть. Почему нет? И так тоже. Поэтому мы освобождаемся. Вот ведь это выздоровление происходит именно потому, что, ну, есть как голос мудрости. Мы понимаем, что себя надо обязательно прощать, быть добрее к самим себе. Это жизнь. Ну, совершили мы с вами много ошибок. А еще раз 150 каких-нибудь совершим. Ну, давайте так, будем реалистами. И ведь не ошибка важна, а именно умение ставить в этой ошибке точку, говорить, да, вот я был неправ, или я была наивна, или я не досмотрел. Ну, человек-то, ну, понятно, уйдут из нашей жизни, предположим, одни какие-то сложные персонажи, ненадежные, или с которыми нам вообще неприятно общаться. Но, согласитесь, придут другие. Ведь есть тот круг лиц, которых мы не можем взять и отменить. Вот как коллеги, соседи, родственники, далекие родственники какие-то, да, или вот окружение, то, которое складывается в тех или иных ситуациях. Но вот мудрость сама по себе приходит на смену разочарованиям. Так а что же еще придет взамен? Шикарно. Вообще можно завершать наш расклад. Может быть, у вас даже сложится такая обстановка, как, знаете, не было бы счастья, но несчастье помогло. Но я это условно говорю. Вы можете совершенно случайно, ну вот обычно я такой пример привожу, допустим, по работе. У вас уже что-то сложилось, и вы, может быть, уже по какой-то накатанной колее, как движетесь, да, все определено, ну, может быть, это и не работа, но какая-то сфера жизни. И вдруг вы получаете известие. И, ну, если в пример работы человек увольняется, меняется руководство, и вам может поначалу показаться, ну надо же, это прямо как крушение моих надежд или крах каких-то прежних договоренностей, мои дорогие стрельцы. Так для вас тут будет какая-то более красивая траектория. Для вас тут будет что-то более перспективное, более того ясное, потому что Солнце – это ясность. Поэтому до конца марта вы как выбираете правильное направление. Может быть, к этому будут и предпосылки, и информация, когда нужно делать выводы и выбор. И вот на смену, посмотрите, 2 полярные карты. Что уходит, а что придет взамен.
Ну вот давайте узнаем, а что же будет внезапно, неожиданно? А ведь и правда, у кого-то известие на работе, у кого-то известие, когда, ну пусть даже вы не работаете, допустим, вы можете получить какую-то бумагу, сведения, или какой-то визитер может прийти, может быть, даже в ваш дом. Ну, может быть, банально у кого-то будет связано с жильем, или нужно какие-то документы перезаключить, переоформить. Мы ищем истину, и мы ее находим. Тут вот именно, понимаете, вы слышите какую-то новость, скорее всего, либо эта новость будет связана, как я уже говорила, ну, как общая, да, какая-то температура по больнице, или это как в мире какая-то новость, но каким-то образом это оказывает влияние на вас, на ваши планы. А для кого-то это может быть сам по себе человек, который приносит как пакет, письмо, или получение, может быть, по почте чего-то. И мы сначала замираем, ну как это, нам придется что-то переделать, или нам, ну мы совершенно на это и не рассчитывали, и не предполагали, а тем не менее, по какой-то информации, внимание, мои дорогие, вам как будто бы добыть правду нужно. Что же внезапно? У кого-то будет связано с деньгами. Восьмерка пентаклей, правда, а у кого-то и с работой. У кого-то будет связано с карьерой, потому что по этой карте в первую очередь и проходят те известия, когда вроде бы мы занимали какую-то должность, пост, или у нас были одни какие-то полномочия, а по этой карте идет профессиональный рост. Может быть, для тех, кто один или одна. И будет означать какая-то история, которая пусть даже касается личной жизни, но это значит, вы можете, к примеру, услышать какую-то новость, и вполне вероятно, ну вот те люди, которые как из прошлого, я такое допускаю до конца марта, пытаются как войти в вашу жизнь вторично, может быть. Может быть, это те сложные отношения, ведь иногда рыцарь мечей – бунтарь без причины. Может быть, и вы сами где-то взбунтуетесь против чего-то, услыша какую-то новость, будьте просто эмоционально к этому готовы. Ну, наверное, голос мудрости, потому что мало-помалу, ну или как-то следом за одной новостью придет другая, может быть, более достоверная. Или когда вы сами начнете что-то проверять, искать, откуда ноги растут, да, то вы поймете, каким образом это пытается оказать на вас воздействие, и самое главное, что для вас открываются какие-то другие перспективы. Вот тут что-то неожиданное идет, но для вас я вижу со знаком плюс. Точно. У кого-то, возможно, вот как над отношениями работать или в чем-то участвовать в каком-то деле. Вы туда не собирались, но как будто именно, пусть эта конфигурацию словно сама судьба меняет, но вы останетесь довольны. Для кого-то из вас это может быть работа такая, которая вот вас как духовно наполняет, окрыляет. Вам этим интересно, нравится заниматься. Это колода Чиро Маркетти. И он прорисовал, обратите внимание, рыбы золотые. Рыбы – это у нас символ путешествий. И второй момент – это богатый улов, это деньги. В общем-то, вот одна из лучших карт в колоде на деньги, на работу, она как раз и говорит, что вот что-то такое может и меняться по части денег или откуда они к вам приходят, каким образом, но и по части работы. И вот эта лучезарная дельта, она как раз и призывает к мудрости, потому что умение видеть на пару шагов вперед. Сделать себе, как создать какой-то фундамент надежности, может быть и тыл какой-то, когда это уже никто не заберет. Когда пусть там вокруг все будет меняться, но это вот как оплот какой-то ваш. Или вот этот самый тыл. И неважно, какие тут планетарные транзиты или какое положение Луны. Вот как будто так. Тут вот именно что-то для себя нужно предусмотреть. Но возможности внезапно, неожиданно, они появляются. И появляются совсем не так, как мы это предполагали. Или как мы, может быть, и мечтали об этом. Но тут и сама мечта может прийти с учетом рыцарей мечей. Но как-то так совершенно неожиданно. Возможно, начинается даже с какого-то спора. Но есть же фраза «в споре рождается истина». Ну, наверное, не переусердствовать, потому что все-таки здоровое равнодушие. Но я могу сказать и следующее. У кого-то в жизни из вас может складываться так, что была уже какая-то прежняя история,
я где-то об этом говорила, которая закончилась, может быть, когда-то вашим фиаско, или у вас что-то не получилось, то здесь внезапно может прийти известие либо от того же человека, который вам доставил не самые приятные эмоции, либо это может быть какая-то конфигурация, все равно связанная с тем, что в вашей жизни уже было. И вы поначалу так вот насторожи, вы как ежик, так немножко насторожитесь, а потом, ну, видимо, будете больше наблюдать и будете видеть, что а нет, тут не все так однозначно, хоть я и этого не ожидала или не ожидал. А для меня как раз это и складывается во что-то более удачное, более перспективное, более ясное, толковое, по сути дела, вот это солнце. Ладно, что ждет? Стрельцов до конца марта, в любви, в личной жизни, в взаимоотношениях. Может быть, это как начало какое-то. Может быть, это вот на сегодняшний день, когда вы смотрите мои видео. Здесь, хоть мы смотрим семья, личная жизнь, но это и ваша личность. По пятерке пентаклей это, знаете, недостаток. Недостаток по финансам, недостаток по взаимопониманию. И, может быть, это вот вы пытаетесь как раз, ну, баланс навести, как и в деньгах, так и выстроить новую систему взаимоотношений. У кого-то может быть вот две новости, правда, с деловой, может быть, сферой, а у кого-то еще и в личной жизни. Туз жезлов – это всегда карта шанса. Но это наше однозначное решение, а может быть и бумага какая-то важная, известие, которое делит нашу жизнь на период до и после. По королю мечей это может быть официальное, опять же, известие или важный документ. Не совсем нам тут именно про чувства, про любовь. Ну, вот какая-то холодная аналитика, видимо, в некоторых вопросах для того, чтобы исправить какую-то ситуацию, вам необходимо. А может быть, это конкретный человек, который рожден под знаком зодиака стихии воздуха. Близнецы, весы, водолей. Или он имеет там асцендент. Не все люди это знают, кстати. И такие контакты вот с подобным человеком. Может быть, сам человек рационален. Но иногда по королю мечей юристы, адвокаты, люди в погонах, люди, которые занимают ответственный пост, по сути дела, это эксперты, те, которые работают в рамках закона или в рамках приказа. Иногда идут и врачи, иногда узкие специалисты. Вот буквально те, которые работают с металлом. И кто-то может вызывать мастера в дом, чтобы, ну, сделать какой-то ремонт. Может быть и так. Тогда не забудьте, как будто документы все, то есть не на словах, но все-таки, может быть, бумагу получить о проделанной работе, там, ну, как это называется. Потому что аркан справедливости говорит о том, что мы должны поступить по закону. Вот как-то какую-то историю, она у вас меняется, но от вас будет требоваться именно и знание закона, может быть, для кого-то и потребуется, консультация юриста, да, или понимание не приблизительно, а конкретно, как мне выйти из какой-то ситуации, или на что мне согласиться. Может быть, мои дорогие стрельцы, мера ответственности, которую вы берете на себя. Может быть, она связана с личной жизнью, вполне вероятно. Но тогда, знаете как, бумага, подписана пером, не вырубишь топором. Вот все же для вас хладнокровие и рассудительность это как будто необходимо. Но могут и возвращаться, ведь это как карта кармы. Те люди, причины и следствия, мы говорим, да, всегда по аркану справедливость. И, может быть, те люди, которые были когда-то в вашей жизни, может быть, как на уровне знакомств, но не сложились какие-то истории. Здесь по каким-то причинам тоже могут вернуться в вашу жизнь. Здесь, знаете, как пространство Вселенной, если вы что-то сделали хорошо, пусть через помощь других людей вам помогает разрешить спорную ситуацию. Но иногда в этом сочетании нам как, вот если была ошибка, нам как пространство дает возможность эту ошибку исправить. Ваше достижение что ждет? Опять же новости. Некогда, судя по всему, вам будет скучать. Или ваш какой-то новый план, новый проект. Королева Пентакли, может быть, она или королева сама по себе, это как человек, который прочно стоит на земле, тот, который надеется сам на себя, тот, которому и свойственно вдохновение и много работать. Может быть, это вам вот от такого человека
поступит какое-то предложение, или вы получите весточку. Это будет связано либо с вашими планами, либо конкретно с работой. Может быть, это будет конкретный человек. Для кого-то так. Это иногда проходят наши близкие, семья. Может быть, это придется именно включиться, заняться каким-то вопросом. Вот я говорила, к примеру, ремонт или что-то исправить. Вполне вероятно, потому что у нас до 20 марта у нас с вами Меркурий был ретроградной, и мало ли, может быть, какая-то техника, что-то вышло из строя, и вот будет необходимо исправить, и вы будете кому-то из близких помогать, может быть и так, я это тоже не исключаю. Но я должна сказать, что у вас все равно какая-то новость, когда вам нужно надеяться на самих себя, и если мы говорили уже тылы как будто построить, то явно по этой карте мы как укрепляем собственное положение. С чем это связано? С заработками, мои дорогие. У кого-то дополнительный доход, у кого-то вторичный доход. Именно на работу, может быть. Но все-таки есть либо новость, либо какая-то новая конфигурация. И лучше принять. Вот я говорила, пусть какая-то иная история, да? Но вы слышите новость, вот что-то меняется. И мы можем сначала даже опешить, потому что, ну надо же, только мы уже подготовились, может быть, планы уже построили, а здесь тебе бац, и нужно что-то переиграть. Так вам это во благо. Более того, есть возможность заработать деньги. А для кого-то это может быть как необходимость обучения, получение какого-то сертификата, документа, после которого вы как раз больше сможете увеличить свой оклад. Или, пусть это вторичный доход, когда вы тоже, может быть, ресурсы какие-то, навыки приобретаете, а в последующем вам, как, знаете, в геометрической прогрессии, вам это тоже будет приносить деньги. Финансы. 8 мечей, ну правда, вот эта 5 пентаклей не случайно вышла. Это вообще-то карта искаженного восприятия внутренних страхов. Мы что-то не видим ровно так, как происходит. А мы немножко, вот нам кажется, словно 1000 преград. Как кто-то палки в колеса вставляет. А тут ведь на самом деле нам говорят, сними повязку с глаз. Ты просто, ну, где-то в предубеждениях. Ты воспринимаешь реальность, отталкиваясь от своего прежнего опыта. Но теперь это не имеет значения. Точно, праздник. Исправить финансовую ситуацию, мои дорогие, остаться победителем. Более того, это карта праздник после победы. Но, видимо, у вас тут может, знаете, как все 1000 дорог в одной точке сошлось. У кого-то и какие-то задачи по личной жизни, или, может быть, ваше участие, помощь кому-то. Одновременно могут решаться вопросы по вашим делам, карьере, бизнесу. Но и из этого всего вытекает еще и финансовая какая-то составляющая. Но оно того стоит. Посмотрите, какие у вас чудесные карты. Хотя тут, вот знаете, самому не превратиться где-то в бунтаря без причины. И если вы слышите там новость или... Ну, вот уже как вот эту данность вы услышите, понимаете, ну, тут нет смысла эмоционировать по этому поводу. Я это никак не изменю. Либо вне моих сил это находится, либо не моя сфера влияния. Адаптироваться, мои дорогие. От того, как вы адаптируетесь, ваше качество жизни и ваши финансы напрямую зависят. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые стрельцы. А я благодарю вас за то, что вы смотрите мои видео, за то, что вы пишете мне волшебные искренние комментарии, за вашу помощь, за вашу поддержку. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, читайте мои публикации, подписывайтесь на мой телеграм-канал. Все ссылки я оставлю в описании под видео. А я вас люблю, и вы. Будьте счастливы, будьте любимы всегда.